Дональд Трамп поговорил с Путиным. Более 80 дронов атаковали Россию. В Соликамске обрушилась шахта, погибли 2 шахтера. Это новости на Ходорковский лайв. В студии Кирилл Седов. Я расскажу главные новости к этому часу. А вы пока не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Состоялся первый подтвержденный телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом сообщил сам президент Соединенных Штатов и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Обсуждали возможность завершения войны в Украине. По словам Трампа, стороны договорились начать переговоры немедленно. Разговор продлился 1,5 часа, а Путин при этом пригласил Трампа в Москву. После общения с Путиным Трамп созвонился также с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выступая перед журналистами в Белом доме позже, Трамп анонсировал личную встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Также он выразил мнение, что прием Украины в НАТО является нецелесообразным, а возвращение Киеву всех оккупированных территорий маловероятным. И продолжаем военную тему. Более 80 украинских беспилотников атаковали территорию России в эту ночь. Минобороны страны отчиталось об уничтожении дронов в 9 регионах. Это были кадры из Липецкой области. Там обломки сбитого беспилотника упали на станции аэрации. Об этом говорит губернатор Игорь Артамонов. Ранение получила сотрудница этого предприятия. Она госпитализирована. Станция работает в штатном режиме. В Липецке несколько районов города остались без света. Сейчас, по утверждению местных властей, электроснабжение восстановили. Полет дронов заметили жители Беларуси. Об этом сообщили ряд телеграм-каналов. «Осторожно, новости», «База» и «Мэш». Вероятно, обломки беспилотника упали в белорусском Гомеле. Местные власти официально о дронах не сообщали. А российские дроны «Шахет» ударили по украинскому порту Рени. Канал «Одесса-Инфо» сообщает о более чем 15 взрывах. Информации о последствиях атаки пока нет. Напомню, что порт Рени на левом берегу Дуная находится у стыка границ Украины, Молдовы и Румынии. Последняя страна входит в НАТО. В Пермском крае обрушилась шахта. Под завалами погибли 2 человека. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Шахта принадлежит предприятию «Уралкалий». Компания также подтвердила смерть 2 сотрудников. По предварительным данным, шахта обрушилась на глубине 48 метров. Еще одно происшествие. 3 человека погибли в пожаре под Москвой. По данным МЧС, в садовом некоммерческом товариществе «Яхан» загорелся 2-этажный частный дом. При тушении внутри него обнаружили тела 3 человек. 2 мужчин и женщины. Их личности устанавливаются. Возможной причиной пожара – неправильная эксплуатация печки или непотушенная сигарета. Огонь потушили на площади 70 квадратных метров. Россия может сократить добычу нефти в ближайшие месяцы из-за санкций США и нападений беспилотников. Об этом пишет сегодня Рейтер со ссылкой на источники в руководстве нескольких нефтяных российских компаний. По их словам, у России не будет иного выбора, кроме как замедлить добычу нефти. Как пишет издание, Киев в последнее время усилил атаки беспилотников на российские НПЗ. Ну а Минфин США в январе ввел суровые санкции против российской нефти. Белый дом заявлял, что они обойдутся России в миллиарды долларов убытков. Под санкции попали 2 ведущих российских нефтекомпании «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», а также десятки танкеров. И новость: в преддверии 14 февраля в России подорожали тюльпаны, и одновременно качество этих цветов стало хуже. Об этом сегодня пишет РБК со ссылкой на данные маркетплейса FlowWow. В феврале 2025 года стоимость одного тюльпана достигла 231 рубля и приблизилась к цене розы. Разница составляет всего около 7%. Резкое подорожание тюльпанов связано с увеличением таможенных пошлин на цветы из так называемых недружественных стран, а также с неурожаем голландских луковиц. Кстати, если вы покупаете цветы, напишите, что происходит с ценами. Умерла журналистка «Новой газеты» Таисия Шеремет. Она болела муковисцидозом. Летом прошлого года болезнь перешла в терминальную стадию. О смерти девушки сообщили в ее телеграм-канале. Накануне вечером она попала в реанимацию с проблемами с дыханием. Последнее время девушка жила во Франции. При муковисцидозе у человека возникают проблемы почти со всеми внутренними органами. В России в 2019 году Минздрав отказался закупать 3 основных импортных антибиотика для терапии этого заболевания. Пациентов перевели на дженерики, которые считаются неэффективными.
Россия и США готовы обменяться осужденными. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома. Россиянина Александра Винника обменяют на гражданина США Марка Фогеля. Винник был арестован американскими властями по обвинению в отмывании денег. Его дело теперь закрыто, а с вечера 11 февраля он не фигурирует в списке заключенных. Фогель – учитель и бывший сотрудник посольства США в России. В России его приговорили к 14 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков. Он вышел из заключения 11 февраля и уже вернулся в США. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщила украинская редакция Forbes, ссылаясь на два источника. Издание напоминает, что после победы Владимира Зеленского на выборах президента страны против Петра Порошенко возбудили около 20 уголовных дел. Одно из них касалось подозрений в государственной измене из-за незаконных поставок угля с территории Донбасса, занятой пророссийскими сепаратистами. А Владимир Зеленский накануне анонсировал важные решение Совета нацбезопасности. Цитата. «Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость. Каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, каждый должен отвечать». Конец цитаты. Порошенко уже заявил, что знал о подготовке санкций против него и назвал это провокацией. Решение Совета он объявил антиконституционным и политически мотивированным. На Камчатке произошло 118 землетрясений за сутки. Об этом сообщила местная геофизическая служба Российской академии наук. Всему виной просыпающийся вулкан Безымянный. Ученые отмечают, что ночью вокруг купола вулкана видно мощное свечение. Это значит, что скоро он может начать извергаться. Если это случится, выброс пепла может достигать высоты 15 километров над уровнем моря. Безымянный находится в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Последний раз он извергался в июле прошлого года. И это все новости к этому часу. Об остальных событиях дня расскажем вечером. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы иметь полную картину дня и ничего не пропускать. Увидимся. Пока.